Всем привет! Очередная газовая горелка, можно сказать, беспроводная газовая плита. Скорее всего, производство Китай, но делает для Европы. Такой вот вариант идет в кейсе, пластиковый кейс. В общем-то, нужен только для транспортировки. Далее металлическая эмалированная поверхность, площадка. Площадка перекидная, кстати, транспортировочный вариант. Таким образом, для работы таким образом. В общем-то, все прописано в инструкции, а инструкция вот здесь. Можно ее перевести. Первое, что рекомендовано, перевернуть правильно площадку и устанавливать на нее. Что вы там будете? Ну, тут кастрюля такая средняя, наверное, кастрюля подойдет для приготовления. Сами элементы, сама горелка, и в этом варианте имеется пьезоподжиг. И это, в общем-то, неплохо, что он есть. И баллон. Место для установки газового баллона, который популярный, который привыкли видеть. Баллоны на 200, сколько они? 220 грамм, кажется. Такие вот газовые баллоны. Горелки используются, универсальный, в общем-то, газовый баллон. Устанавливается он в это место. Есть у него такой механизм его фиксации, выдвижной флажок. Место присоединения, уплотнение, резиновое кольцо. Такой вот редуктор идет. И пьезоэлемент. Пьезоэлемент и пьезоподжиг. Металл тонкий, все бюджетное, но большую нагрузку нести не будет эта конструкция. Но я надеюсь, что никто не додумается сюда ведро с водой ставить, огромное, греть. И тем более предупреждение, когда установлен баллон, этот флажок недаром активируется, чтобы вы не поставили емкость больше, чем сама комфорка вот эта вот, и не перекрыли баллонодержатель, именно отсек, где установлен газовый баллон. Не нагревалось этот отсек, ну и, соответственно, баллон не нагревался и не взорвался. Если будет емкость больше, чем горелка, то просто отключится вот эта вот система, и баллон отсоединится от редуктора. Ну и у вас погаснет, не будет гореть, не будет работать комфорка. Так, давайте ближе по комфорке. Разборное, не разборное, разборное. Комфорка из алюминиевого сплава. В общем-то, такая примерно же, как и привыкли видеть на газовых плитах. Перемычка также металлическая. В общем-то, здесь вот так вот ножки пластиковые. И регулятор. Кстати, пьезоподжиг работает на максимальной настройке газа. То есть на максимальном горении, и пьезоподжиг запускается таким вот образом. Второй раз невозможно, сработка идет один раз при пьезоподжига. Искра, видите вы, проскакивает в нужном месте. Здесь также есть механизм. Вон. Ну, как бы все продумано, все работает. Главное, чтобы механических повреждений не наносить, не раздавить, попросту говоря, эту конструкцию ничем тяжелым, потому что, в общем-то, оно, ну, не предназначено для больших грузов. Металл тонкий, такой жиденький, можно сказать. Давайте посмотрим, как это все работает. Перекинули. Вот даже здесь немного люфт есть. Ну, просто конструкция такая не совсем качественная, но функцию, главное, чтобы выполняла свою функцию, там большего нам и не нужно. Снимаем колпачок, устанавливаем баллон. Здесь также есть подпружиненный язычок какой-то. Напишите в комментариях, что этот язычок выполняет. Фиксацию, ну, вроде и не фиксацию, не знаю. Напишите в комментариях. Устанавливаю баллон разрезом вверх, здесь по-другому, в общем-то, не установить. Ложу его в постель
Вот разрез тут, наверное. Ну, по идее, да, да. Вот так он больше по-другому не установится. И нажимаю на рычаг фиксации баллона. Баллон при этом фиксируется и дотягивается в уплотнение. Вот. И активируется. По идее, при открытии крана газ уже пойдет у нас на комфорку. Держится, в общем-то, если какие-то даже сотрясения будут, баллон держится нормально. Закрывается крышка, флажок активирован. Выкручиваю на максимум и сразу же активирую пьезоподжиг. И регулирую нужное горение. Пламя хорошее, пламя, ну, качественное пламя, как, ух ты, как от обычной, наверное, газовой плиты, средняя комфорка. Регулировка нормальная, то есть без всяких вопросов, можно минимум сделать, какой вам нужно, можно максимум, реагирует отлично. И гасим огонь, просто выкрутив на минимум, никаких больше моментов нету. То, что, наверное, классно, что съемный баллон, в случае чего, раз, и извлек его. Используешь там, где нужно его, нацепил на него горелку газовую и понес. Или же просто одел колпачок и положил его на хранение. Очень классный вариант плитки, просто как бы мне нравится очень. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Сзади также есть наклейки с характеристиками. Расход газа 155 грамм в час. Ну, наверное, при максимальном горении. Максимальная мощность 2,1 киловатта. Тепловая эффективность 55%, газовый баллончик Бутан 227 грамм, модель 35925 БДЗ 155Б. Портативная газовая плита, сделана в Германии, Берлин. Ну и здесь наклейка предупреждение о том, как использовать вот эту вот поверхность. Неправильно, транспортировочный режим нельзя активировать, газ и ставить на нее приборы. Без нее также нельзя использовать и в таком вот положении. Понятно, что сразу ее снимать нельзя после использования, потому что это будет все горячее. После того, как все остыло, перебрасываем и укладываем в транспортировочный бокс. Транспортировочный бокс также очень бюджетно выглядит, но главное, чтобы выполнял свои обязанности. Замки имеются. Вот такая вот портативная газовая плита. Можно назвать ее даже не горелка, а плита, потому что реально это как вот плитка переносная. Газовые баллоны данные популярные, поэтому делаем запас таких вот газовых баллончиков. Кстати, их также и заправлять можно. Видео есть в интернете, как их можно заправлять от больших газовых баллонов. Ну и не хотелось бы, чтобы это нам понадобилось, но мы... Украинцы запасливые люди и делаем запасы на эту нестандартную зиму. Подписывайтесь на канал, телеграм-чат, телеграм-канал, все полезные ссылки в описании к видео, инстаграм. Всем удачи и до следующих видео.